Значит, перед тем, как начать ролик непосредственно, я все же еще раз покажу без никаких оскорблений, без никаких слов, просто поскольку людям, которые мне подарили такие дорогие подарки, пишут гадости, пытаются их принизить, говоря о том, что мне якобы бижутерию дарят и так далее. Поскольку не все украшения у меня дома держатся, многие из них там, где надо им быть, да, обычно в банковских ячейках. Поэтому те, которые у меня дома, я показываю еще раз показываю, без слов, без никаких, просто показываю. И потом приступаем к работе. Значит, вот это мне подарено людьми за спасение жизни и невестки, и внука. Еще не рожденного тогда, но уже родившегося сейчас. Это якутский бриллиант, чистейший вообще бриллиант. Вот проба. А здесь написано все, что должно быть. Вся информация. Если кто-нибудь увидел за 378 тысяч бижутерию, я буду за него очень рада. Хотя я думаю, что только надо быть абсолютно непонятным каким-то существом, чтобы дать 500 000 за бижутерию. Это раз. Еще раз показываю. Цена моей бижутерии. Второе. Якутский бриллиант. Семьей Асланиди подарено за спасение сына, единственного ребенка. Крупные бриллианты. Проба. И цена. А также все, что касается этого украшения. Вот она. Если у кого-нибудь с глазами проблемы, я попросила бы очки купить, на всякий случай. Ну, вдруг от зависти ослеп народ. Это все труд, день и ночь, собачий труд, с утра до ночи. Я в эти дни снимаю, у меня головные боли адские были, только сегодня прошли. Если вам кажется, что это дается мне легко и просто, мне вас очень жаль. Смотрим. Бриллианты притягивают. Не зря все царицы обожали бриллианты. Именно бриллианты. Вот эти белые камни. Дальше. Еще раз показываю. С ним еще и кольцо есть, но надо искать. Мне сейчас некогда. Вот. Итальянское. Граната и золото. А теперь показываю ценность этого изделия. Хорошо видно? Покажите мне бижутерию по этой цене. Я буду очень счастлива, что оно есть. А это проба. Здесь. Вот она. Вот. Видали, какая хорошая у меня бижутерия? Вообще супер. Прям золотая бижутерия, блин. С бриллиантами. Это мне Зухра дарила за спасение жизни своей сестры Зои. И про нее я снимала, и голосовой тоже я вам показывал. Вот она. Это работа армянских ювелиров. Восточная тематика. Белое золото, желтое золото, бриллианты и россыпь. Видите, какая у меня хорошая бижутерия вообще? Отовсюду отправляется. Лучше не бывает. Но учтите, после того, как я заговорила Зою от рака, у меня просто... Я обливалась кровью. Если кто-то считает, кто-то рискнет, берите, заговаривайте людей от таких недугов. Я посмотрю на вас.
Это семья знахарей мне подарила. Я уже это показывала. Крупные бриллианты. Единственное, что они здесь отполировали. Потому что очень старинные. Старинная вещь. Вот. А вот здесь проба бижутерия, видите? Да, такие вещи может назвать бижутерией либо человек с гнилой душой, либо человек, который в жизни ничего не брал в руке, дороже бижутерии. Шайба называется, бриллианты. Всем видно? Белое золото. А вот проба. А вот цена. А это называется орликин. Якутское золото. Ой, якутский бриллиант. И белое золото. А вот проба. А вот цена. Бижутерию, блин, дарят мне. Конечно. Надоело просто это все смотреть, реально достало. А вот это называется принцесса. Такая огранка. Это золото. Унисекс. А вот здесь есть проба. А вот это бриллианты якутские. Еще вопросы будут? И это бриллианты якутские. И здесь тоже есть проба. Сейчас найду вот внизу. Вон она. Вот. Сколько можно это все читать и смотреть, вот это все безобразие? Надоедает, правда? Это из Казахстана показывала, еще раз показываю. 300 тысяч тенге цена. Проба. Карат 0,4. Вставка бриллианты. Человек мне отправила за спасение племянника. Умные такие собрались. Бижутерию нашли. Итальянская. Цитринный мелкий бриллиант. 66 тысяч. Дальше еще раз показываю. Раутопаз. Сейчас опять забыла. Камень. Оникс. Золото. А у золота есть проба. Вот она. Вот. Внизу. А еще здесь другое написано. Оникс. Раухтопаз. Золото 585 пробы. И цена этого золота 89 тысяч 565 тысяч. Ой, 65 рублей, господи. Хорошая бижутерия, правда? Кайф. Лучше не бывает. Реально уже надоело. Этого достаточно вполне. Все, что я показала. Вполне. Ну что, видно, нет? Мою бижутерию. Не оскорбляйте больше людей. Я бы в жизни не показала, это мне не надо. Я не люблю этого делать. Люди, у которых, может, на хлеб нет денег. Я это понимаю. Я никогда не кичилась этим всем. Было время, когда мне есть было нечего. Я этого всего добилась. Это стимул для вас должен быть. Если я вас учу быть богатой, я буду бедной, ходить в рваных этих штанах,
Вы же скажете мне, ты сначала сама стань богатой, а потом будешь учить людей, как жить. Скажете и будете правы. Так вот, я сама стала и вас учу, как стать. Понятно? Уж не показываю уже работы на заказ, которые мне выполняли и отправляли. Хорош оскорблять людей. Серебро я уж не показываю. Серебро видели это все. Бижутерию они увидели. Я всем вру, это все бижутерия. Сколько можно? Я еще раз говорю, мне абсолютно наплевать. Но люди мне это дарят. Люди по 500 000 дарят подарки. Вы говорите бижутерия, оскорбляйте этих людей. Конечно, я должна показать, чтобы закрылись рты. Первый эфир я просто убрала, потому что я вышла из себя, и я не люблю выходить из себя. Все, не отвлекаемся. Переходим к сути. Это, кстати, тоже из разных стран. Иногда серебро дороже золота. Знаете об этом? Это не люди. Это крупнорогатые. Итак, только когда человек сам поднимается, сам получает дары от судьбы, только тогда этот человек имеет право говорить и учить других хорошо жить. Если человек будет жить в бедности, он не знает, значит, как добиться богатства. Значит, и не нужно, как бы, его учение никому не нужно. Вот поэтому я и говорю, то, что я добиваюсь, стимул для вас должен быть. Стимул. Я сегодня записи выставила. Для чего? Чтобы стимулировать вас. Так, секунду. Куда я дела? Ну, ёкаламане. Подождите, я сейчас возьму. Забыла эту хрень. Итак, крадники. Что такое крадники? Дорогие друзья, если делать крадник на людей, это может обернуться бедой, потому что наряду с тем, что крадется у человека удача, между прочим, хочу сказать, что если люди сильные, то они не заметят крадника, потому что у них сразу это дополнится, понимаете, вернется. Если у человека миллиарды, он не заметит, что ты у него украла 100 000. Но если вы крадете, например, делаете крадники там по разным всяким сайтам, шастаете и делаете крадники человеку, например, ну, который поднялся честно, который что-то имеет и так далее, и ты вот хочешь просто у него отобрать это, делаешь крадник, это может очень плохо на тебя отразиться. Ты заберешь не только, может быть, деньги, если у тебя получится, а я говорила, что есть сущности, которые называются бродячие сущности мироздания, духи определенные, не самых высших, скажем, астральных категорий, которые рады услужить тебе за маленькую услугу, например, отдать какую-то часть своей энергии и так далее. Они могут вам помочь какое-то время. Откройте, посмотрите, бес попутал, да? Вот я там рассказываю, как они могут изначально заманить вас, как казино. Сначала помогут, а потом уже еще хуже сделают. Так вот, крадники на людей делать не рекомендуется, нельзя. Их могут делать только, скажем, практикующие люди, и даже они не рискуют и не всегда берутся. Почему? Потому что если на человека делаешь крадник, даже если тебе кажется, что он очень богат, именно на человека, не на его имущество,
Ты можешь вместе с его удачей какой-то там денежной взять, например, его болезни, взять его душевные переживания, взять его одиночество. Это реально. Когда некоторые идиоты начинают писать, вот, крадники, вам будет плохо и так далее, я уже устала объяснять, что я не даю людям делать порчи, я не даю людям делать крадники на людей, я не рекомендую, не учу людей портить других, делать гадости. Единственное, что я людям дарю, это отомстить за себя, это попросить справедливости, сил, да, это убрать с себя то, что сделано, а то, что возвращается ударом на тех людей, которые это делали, извините меня, эти люди, прежде чем делать, должны были думать. Если они не подумали и сделали, то туда им и дорога. Знаете ли, это их выбор. Они сделали, должны знать, что если кто-то снимет, то им будет плохо. Теперь, вот смотрите, крадники можно делать на организации. Никогда не слушайте хрень собачью, ой, раздавит этой энергией вот эта организация. Ничего она не раздавит. Что это такое? Если бы организация была такая кристально чистая, святая организация, то не позволили бы на эту организацию делать какой-то крадник. Если делается крадник, и он получается на организацию, значит, организация сама ворует и очень много. Дорогие друзья, сколько у нас ворует «Газпром», сколько у нас ворует, скажем так, ЖКХ, сколько у нас воруют в больших магазинах, Магнит, там, Виктория, сколько они у нас воруют? По чуть-чуть, но воруют отлично, прям очень хорошо. Сколько у нас ворует ресторан, когда мы идем кушать, да? Иногда чужую еду могут переделать, там сверху посыпать, что-нибудь принеси, нам отдать. И так далее. То есть эти организации очень много воруют. И то, что мы у них немного забираем, это есть откуп за их воровство. Ресторан, если ты пойдешь и начитаешь в ресторане, знаете, если тебе придет из ниоткуда денег, например, 10-20 тысяч, ресторан от этого не обеднеет. Ты же не с ресторана пошла, с кассы взяла. Просто ресторан расплатился. Вот один день у него выручка была чуть меньше, на 20 тысяч меньше, а тебе из ниоткуда пришло. То есть весы, понимаете, чаша весов вселенских чуть-чуть отклонилась, туда посыпалась. Вот и все. Ресторан, который в день зарабатывает 100, 200, 300 тысяч, этому ресторану ущерба не будет. Но он заработает не 200 тысяч, например, а 180 тысяч. Вот и все. Один день. Потом он быстро дополняет свою энергию, потому что там купи-продай, там энергия денег, там обмен, там ходьба, там все время энергия, движение. Пространство все время работает, и она восполняет себя за считанные просто дни. Вот и все. Я просто объясняю сейчас, чтобы вы поняли, что такое крадник. Организация чиста и прям безупречно, крадник не сработает. Но если крадник у вас сработал, это значит, что вам позволили взять с них откуп. То есть вот они пострадали за свои содеяния, да, за свои мелкие и большие преступления и воровство. И вам позволили с них взять. То есть они откупились за то, что творят. Но потом снова у них восполняется. Хочу вам подарить очень сильный крадник. Но этот крадник нужно делать либо сидя в торговом центре, либо где большой рынок. Делайте следующим образом, как я советую. Вот смотрите, он поправит ваше финансовое положение. Сразу же из ниоткуда придут деньги. Смотрите. Вот, это хорошо, Фарида. Значит, вот идете в торговый центр. Там есть рестораны, там есть кафе. Садитесь где-нибудь
закажите кофе и спокойненько так смотрите на вот эти ряды. Есть и стеклянные, есть кафе, есть и кафе вот такие поудобнее, чтобы вам были видны вот эти ряды торговые. Понимаете? Ну, вы можете, конечно, встать где-нибудь почитать, не привлекая внимания. Может быть, вы там что-то перечитываете, что-то письмо, никого это не интересует. Можете читать из телефона, но я рекомендую всегда переписывать, потому что энергия усиливается. Когда человек переписывается, энергия усиливается. Нет, вы меня слышите или нет? Те крадники, которые я вам давала на «Газпром», на крупные организации, это другое. Вот этот крадник нужно читать там, где идет торговля. Меня послушайте внимательно. Торговля. Не банки, не «Газпромы», не какие-то там крупные организации, а торговля. Потому что там, где идет торговля, торг ведется, там очень сильная денежная энергия. Все время идет энергообмен. Понимаете? Деньги дают, товар берут, деньги дают и так далее. Вот пошли в большой крупный торговый центр или на рынок. Ну вот встали там в стороне где-нибудь, никому не мешайте, доброй ночи. И читайте, смотрите на эти прилавки. Читать нужно 6 раз. Да, живые деньги. Смотрите. 6 раз прочитали, посмотрели на эти торговые ряды, на все, что происходит. Просто смотрите, читайте спокойненько, полголоса для себя. Ночью, после того, как вы прочли, ночью подготовьте мед и вино. Прям хорошее вино найдите, именно вино. Этот мед и вино ставите на стол, зажигаете черную свечу. Можно парафиновую, можно восковую. Но лучше восковую, она сильнее работает. Зажигайте черную свечу и читайте 6 раз остальную часть. И мед с вином оставляйте до утра. Утром можете это вылить и, значит, помыть. Призываем Хамароша. Хамароша – черта-матерь. Хамароша черта-матерь – это та сущность темная, которая очень любит рынки, базары, очень любит торговые ряды и очень любит то ли охранять, если ее просят, вот я давала на Хамарошу, которая защитит вашу торговлю, то ли отбирать и отдавать другому. Многие купцы ее призывали, оставляли у себя в лавочке для нее вино и мед и просили, например, вот у меня, значит, конкурент, да, рядом женщина торгует лучше, или рядом харчевня намного лучше. Хамароша, дай мне, пожалуйста, отбери у нее, отдай мне, а я тебе медом и вином угощу. И оставляли на прилавке ей мед и вино. И у таких купцов всегда было полно клиентов. Другие удивлялись, почему так происходит. Ну, я же вроде тоже привожу товар хороший и подешевле уступаю. Нет, идут дорогой, у него берут, как будто у него медом намазано. Слышали такое? Так вот, намазано, но немножко по-другому. Так вот, Хамароша – это базарная бесиха, бесовица, бесбазарный, которая ходит по рядам, по прилавкам. Кто просит, охраняет, чтобы не украли. Кто просит, у конкурентов берет и отдает тебе. А кто просит, крадет удачу, деньги и дает тебе. Вот с этих всех купцов, которые там стоят, торгуют, с каждого по чуть-чуть, там по 1% забрать удачу. А сколько они обманывают, сколько они обвешивают, сколько они не додают сдачи, сколько они зарабатывают нечестно. Не то, что они там продают, а нечестно. Давайте честно скажем. Много. Так вот, с них взять плату за их нечестность, ничего страшного нет. Потому что, судя по тому, как они ведут торговлю, они не обеднеют. Они сразу восполнят это. Но у них будет 2 дня чуть меньше продаж. А потом раз, опять денежная сила закрутилась, они опять восполнили. А вам из ниоткуда пришли денежки. Теперь понятно? Ясна мысль. То есть есть вопросы по этому поводу? Вопросов нет.
идете, то ли садитесь в кафе, то ли по рядам смотрите, где-нибудь становитесь, чтобы вам были видны эти ряды торговые. Пусть это будет супермаркет, значит, эти маленькие магазинчики стеклянные, вы должны это все видеть. Да. Итак, читать нужно 6 раз, полголоса для себя. Идет торг. Купи, продай. Деньги берут и отдают. Купи, продай, деньги бери, товар отдай. Купцы стоят у прилавка, торговый люд богатеет, шелка и мех, жемчуг, кожа, мед и вино. Смотри, смотри, Хамароша, сколько добра, сколько золота, серебра. Хамароша, черта матерь, тебе вино ночью, тебя... Ой... Тебе вино налью в ночи. Сама не разбираюсь, иногда так напишу. А днем прошу, мне помоги. Хамароша, Хамароша, черта матерь Хамароша, собери с них удачу. Вмиг, силу денег, добро купцов, везение всех торгашей, лавочников и богатей. Неси в мой дом и оставь в нем. А я тебе мед да вино ночью отдам в угощение. Примешь мое подношение, будешь гулять и пировать. Ходи, Хамароша, по рядам купцов. Все, что велено, собирай. Ночью ко мне домой неси. Еще раз читай, что надо говорить. Немножко сбилась, еще раз прочитаю. Слушайте, вы что, дура или как? Не успела записать. Ты что, нормально? У тебя с головой башкой все нормально? Я сказала, записывайте или как? Пошла вон отсюда. На секунду закрой вообще этот чат. Просто мешает мне прочитать. Идет торг. Купи-продай. Деньги берут и отдают. Купи-продай, деньги бери, товар отдай. Купцы стоят у прилавка. Торговый люд богатеет. Шелка и мех, жемчуг, кожа, мед и вино. Смотри, смотри, Хамароша, сколько добра, сколько золота, серебра. Хамароша, черта матерь, тебе вино налью в ночи, а днем прошу, мне помоги. Хамароша, Хамароша, черта матерь Хамароша, собери с них удачу вмиг, силу денег, добро купцов, везение всех торгашей, лавочников и богачей. Неси в мой дом и оставь в нем. А я тебе мед да вино ночью отдам в угощение. Примешь мое подношение, будешь гулять и пировать. Ходи, Хамароша, по рядам купцов, все, что велено, собирай. Ночью ко мне домой неси. Все. Вот это все прочитали. Можете посидеть, своими делами заниматься дальше весь день. И все. А ночью не забудьте. Ночью в 12 ночи, то есть 00 ночи до 03 ночи. Вот в это время должны уложиться. Черный алтарь. Ставите черную свечу, зажигайте. Значит, поставили вино, бокал и мед в маленькой тарелке. Ну, там может быть 3-4 ложки. И читайте опять 6 раз. Пришла ко мне Хамароша, черта матерь. Пламя черной свечи сияет, Хамароша удачу купцов, деньги торгашей, роскошь богачей мне вручает. Все деньги с богачей переманиваю, пламенем заговариваю, Хамароша по рядам купцов шла, их удачу и деньги мне принесла. Их богатую долю ко мне повернула. Мной оплачено до крохи или уплачено, без разницы. Я им не должна, а то, что было у них, отныне мое. Хамароша, черта матерь, бери за труды, угощайся, хватай,
а мне желанное богатство в руки дай. На том и решила. Что просила, все сполна я получила. Заклято. Еще раз читаю. После того, как вы там прочитали крадник, сидя 6 раз, делами своими занимаетесь до ночи, ночью приходите, то есть не ночью приходите, приходите домой ночью, готовитесь. Черный алтарь, черная свеча восковая лучше желательно, мед, несколько там ложек, вино. И читайте. Весь дом может оживиться, может даже стуки быть, звуки быть, не бойтесь. Вы же пригласили ее к себе, она же принесла эту удачу, вам отдает. А взамен угощается и уходит. Пришла ко мне Хамароша, черта матерь. Пламя черной свечи сияет, Хамароша удачу купцов, деньги торгашей, роскошь богачей мне вручает. Все деньги с богачей переманиваю, пламенем заговариваю. Хамароша по рядам купцов шла, их удачу и деньги мне принесла. Их богатую долю ко мне повернула. Мной уплачено, уплочено, или как там хотите, потому что по-разному звучит она. До крохи я должна, а то, что было у них, отныне мое. Хамароша, черта матерь, бери за труды, угощайся, хватай, а мне желанное богатство в руки дай. На то мы решили, что просила, все сполна я получила. Заклято. Вот теперь открываю чат. Надеюсь, что все поняли, как надо делать. Если есть вопросы, сейчас задавайте, потом уже не будет мне времени. Сначала 6 раз читайте, глядя на ряды. Уже объяснила, как лучше располагаться. Да если вы можете в машине, сидя, например, видеть весь базар, рынок и так далее, читать, пожалуйста. Только это, немножко нереально. Сейчас уже не те годы, и рынки не открыты, так, чтобы все было видно. Такой крадник можно делать, может быть, несколько раз в месяц. А потом, когда уже все прочитали, все нормально, спокойно, идете по делам своим и так далее. Ночью я уже сказала, куда наливать. Что значит, куда наливать? Ставите на стол, это все, угощайте ее, читайте 6 раз ночью, оставляйте до утра. Да, куда наливать? На голову наливать. До утра это оставляйте. А утром просто выливайте. Вот и все. Что по одному разу. Господи, боже мой, как надоело. Слушайте, налили, поставили, прочитали. Свеча догорела, все, до свидания. Эту огарок свечи выкинули вместе с продуктами на утро. Чего непонятно? Что я на тюркском говорю? Не ясно, а спасибо, Игорь. Еще раз такое будет ясно, уйдете в черный список навеки вечные. Это что, ясно? Все. Да. Не учла я, однако. Пойду дальше работать, а вы берите этот подарок с царского плеча. Пойду бижутерию свою разложу обратно. А то прям повытащила. Всем удачи!